Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы по-прежнему находимся в Паракасе и сегодня отправляемся в одноименный национальный парк. Сейчас мы находимся возле туристического агентства, ждем автобус и в составе небольшой группы отправляемся в национальный парк. До этого с этой компанией Адвентуры Сальсур мы ездили на острова, смотрели пингвинов, морских львов. Если вы еще не видели этот выпуск, обязательно перейдите назад и посмотрите его. Вот здесь по ссылочке переходим, нажимаем, смотрим, любуемся птичками, пингвинами и морскими львами. Ура, наконец-то приехал автобус. Такой небольшой. Это билеты, которые мы приобретали для островов Валиетас, куда вот мы ездили. Также они подходят для национального парка. То есть один билет сразу на две точки. Поэтому мы сейчас вот отдаем билет. Все, отдали билеты, поэтому когда ездите на острова, не выкидывайте билетик, храните его до конца. Да, при этом можно купить билет на один день, а можно купить на два. У нас он на 2 дня. Сейчас мы уже находимся на территории национального парка. Мы сюда заехали, существует небольшой пропускной пункт. Въезд осуществляется с 9 утра до 2 часов дня. Сейчас мы сделали одну из остановок. Находимся у одного из пляжей в национальном парке Паракас. Здесь их несколько. И посмотрите, как красиво. Берег такого красного цвета, сама пустыня желтого. Это все из-за того, что здесь содержится множество минералов. Кстати, в этой пустыне когда-то добывали даже и золото, и серебро находили. Сама пустыня тоже безумно красивая. Видите, она тоже разных цветов, и серая, и желтая, и красная. И здесь такие как холмы. Напоминают очень Марс-Алам, вот эти виды. Но это Перу, и в это сложно поверить. А еще знаете, что необычно? То, что здесь какой-то необычный ветер, он такой же, как и в Лиме. То есть, с одной стороны, он такой прохладный, а где-то теплые ветра. Для меня это необычно, потому что в Египте, и даже если и был, например, да, ветер, там в феврале, в марте, то он был такой более теплый, а здесь он прямо, знаете, холодный дует. И что интересно, сейчас самый такой пик сезона, сейчас лето, и должно быть прямо жарко. Я ожидала, что в Паракасе будет очень жаркая погода, но это не так. Я вот сейчас в платье, но я бы с удовольствием надела кофточку. Кириллу, как обычно, жарко. У нас на остановку было всего 10 минут, успели пофотографироваться, полетать на дроне, полюбоваться, а теперь нужно срочно, скорее в автобус. Друзья, спустя 5 минут у нас новая остановка. До этого мы были на вьюпоинте, который назывался Санта-Мария, а сейчас мы приехали к так называемому красному пляжу, Red Beach, то есть еще одна точка, еще один вьюпоинт. У нас также 10 минут. Каждый день огромное количество туристов прибывает, чтобы посмотреть на этот красный пляж, прогуляться по обзорной площадке небольшой, которая здесь есть. Удивительно, что нет каких-то ресторанчиков, но вот тут есть одна палатка, где продают чипсы, мороженое, напитки. Ой, смотрите, какая стая птиц красивая, белых. Ничего себе, как их много. Невероятно. Посмотрим на них немножечко поближе. Очень быстро у нас проходит данная экскурсия, конечно, потому что 10 минут дается. Успеваем лишь выбежать, там, поснимать с дрона, пофотографироваться сразу обратно. 10 минут на то, чтобы просто сфотографироваться. А нам надо историю записать, и дрон, чтобы взлетел, и еще, чтобы он полетал. Но, с другой стороны, не тормозим, а очень оперативно перемещаемся и дальше садимся в комфортабельный микроавтобус. Итак, друзья, мы приехали на следующую точку. Называется эта точка пляж Ламина. Здесь уже выстроилась очень большая очередь. Это очередь на вход. Поэтому нам тоже надо поспешить. Здесь у нас будет 45 минут. Здесь уже можно будет спуститься к самому пляжу, в отличие от прошлых точек, где спускаться запрещено и даже трогать этот песок красный было нельзя. Наверное, ждали мы минут 10.
Потом поняли, что пускают по количеству людей на пляже. То есть максимум 32 человека могут находиться. По крайней мере, такая надпись есть. Людей сейчас очень много, смотрите. Но пляж выглядит красиво, живописно. Правда, купаться немного холодно. Говорят, вода здесь сейчас порядка 18 градусов. Но большинство отдыхающих это не пугает. Наконец-то можно спокойно идти по пляжу, без масок, дышать полной грудью. Все остальные практически отдыхающие тоже без масок здесь находятся. Но людей прям очень много. Есть зонтики, есть шезлонги. Но все занято. Наверняка это за дополнительную плату, аренда. Но мы даже не будем спрашивать. Мы расположились возле камня. Сейчас просто иду по берегу. Давайте попробуем водичку. Это правда прохладно. Слушайте, но в принципе искупаться можно. Здесь ветра нет. Светит солнце, поэтому не знаю, решусь ли я. В общем, я решила не купаться точно, потому что вода, во-первых, холодная, во-вторых, дует ветерок, хотя вот эта бухта, она более-менее защищает, поэтому я тут, знаете, сижу, и меня уже немножко так кумарит сон. Хотелось бы лечь, конечно, расстелиться и загорать под солнышком. Ну, просто подожду Кирилла. Все, оставили здесь вещи, оставили здесь Томочку. Ну, а сами пойдемте попробуем окунуться, хотя не уверен до конца. Ну что, по колено я, конечно, вошел. О, очень холодно пока что. На самом деле, я смотрю, люди... на самом деле, люди дальше, чем по пояс, тоже не заходят. Но они, возможно, не заходят не потому, что им холодно, а потому что они плавать не умеют. Мы-то умеем плавать. Пришло время окунуться. Первое купание в Перу. До этого мы были в Лиме, там, конечно, не купались, хотя можно было тоже. Ну, водичка, надо сказать, на самом деле чистая, с зеленоватым оттенком. Но я долго так не смогу прокупаться, конечно. Хотя люди вон туда, видите, даже залезают на камень. Не, уже потихонечку привыкаешь и даже нравится. О, кайф. Еще здесь нужно очень аккуратно купаться, потому что в воде встречаются камни, то есть иногда... Глубина может быть и 2 метра, а иногда может быть неожиданно камень, поэтому аккуратно. Вот я сейчас пытаюсь доплыть до этого огромного камня, где люди собираются, прыгают оттуда. Ну все, мужик, давай прыгай. Заждались. У-ху! Друзья, смотрите, какое чудо, дельфины. Прям рядом, метров 20 от нас плавают дельфины. Я смотрю, весь пляж, весь берег стал кричать. Думаю, что происходит? Главное, чтобы не акула, а это дельфины. Класс, буквально пара дельфинов. Была метрах 20-30, наверное, от меня. Наверное, на камеру не видно. Очень было неожиданно. Слушайте, ну такого на обычном общественном пляже мы еще не встречали, чтобы просто купаешься в океане. Тут дельфины просто подплывают к берегу, практически к берегу. Вот сейчас люди, многие стоят, пытаются на камеру что-то еще сфотографировать, но уже все, буквально секунд 10-15 они были достаточно близко. И дальше уплыли. Конечно, чудесно, просто неожиданно. На прошлой обзорной точке мы немного расстроились, что не увидели фламинго. Мы видели только одного такого фламинго, который в озере стоял. Но это, конечно, эти дельфины, которые мы увидели на этом пляже, они все покрыли, все недостатки, поэтому мы очень довольны. Сейчас уже поднимаемся наверх. А возможно, когда вы здесь будете, вы увидите и фламинго, и вам повезет увидеть дельфинов. В общем, обязательно приезжайте. Красивый национальный парк. Сейчас мы, по всей видимости, отправимся уже на ланч. Ну, все вам покажем. Сейчас мы приехали на ланч. Сразу видно, что здесь очень много групп сюда приезжает. Но все в разных, видимо, ресторанчиках. Потому что сейчас мы заходим в один из них. Называется он Соль де Оро. Вот так вот он выглядит. На берегу. Такие специальные алкогольные штучки. Это писка саур, местный алкогольный напиточек. А это... Да. А у тебя с маракуйей. Ну, давай. Очень сладкий напиток. Чувствуется тонкая нотка алкоголя. Совсем тонкая. Ну, не знаю насчет тонкой. У меня как пина-колада. Очень насыщенный такой, я бы сказал, вкус. У меня алкоголь чувствуется и маракуйя. А у меня скорее как какое-то кокосовое. Ну, скорее, на попробуй. Мне мой нравится больше. Я соглашусь, с маракуйей, наверное, повкуснее, хотя это такой более натуральный. Так, друзья, у нас сейчас примерно минут
40 свободного времени. Кто-то может просто погулять, полюбоваться еще раз океаном, здесь посидеть вместе с чайками. Кто-то может пройти за отдельную плату пообедать. Мы, наверное, сейчас не будем обедать, потому что у нас впереди еще очень вкусный плотный ужин, который мы вам сегодня покажем. Ну, может быть, выпьем чашечку кофе где-нибудь здесь. Ну, может быть, выпьем. Да, а может так? быть, еще стопочку саура. Такая здесь веселая атмосфера, обстановка. Люди отдыхают, обедают. Достаточно много групп сюда приезжает. У кого-то включены ланчи, насколько мы поняли. Вот в нашей экскурсии они не включены, но мы не сильно расстроились абсолютно. Потому что после экскурсии направимся на вкусный ужин. Сейчас гуляем, смотрим. Также есть небольшие какие-то закусочки, продают и мороженое. Можно что-то перекусить, не обязательно в кафе. Сейчас мы уже успели спросить в кафешках, хотели кофе и мороженого. Но нигде нет капучино, есть только местный кофе. Поэтому мы решили не брать, поэтому возьмем только мороженое. 7 солей и 5 солей, то есть 12 солей за 2 мороженых. Совсем рядом с кафешками есть еще обзорная площадка, на которую можно подняться. Небольшой извилистый путь в горочку. И совсем скоро будем любоваться видами. Отсюда уже видно, помимо кафешек, такой небольшой пляж, где люди даже купаются. Мы с вами только что здесь были. Рядом камушки, на которых греются птички, похожие на пингвинов. Ребята, здесь настолько холодно, дует сильно ветер, что я даже не снимаю маску, но не в целях защиты. Точнее, нет, в целях защиты, но от ветра. Ветер действительно сильный, но не холодно. Смотри, как шатает птица. Ну, птица, понятно. Это была одна из разновидностей кондора. Кондора – это такая огромная птица, которая в Латинской Америке водится. Поэтому мой вам совет, если вы будете здесь, возьмите заранее с собой кофточку или ветровку легкую. Ну, а мой совет – ни в коем случае. Вот шорты, шлепки, футболка. Великолепно, солнышко. Ну что, мы самые первые пришли в автобус, потому что, во-первых, Томочка замерзла, во-вторых, друзья латиноамериканские очень долго кушают, вот, а мы съели быстро мороженое. Поэтому сейчас сидим здесь в автобусе уже, да. Ветра нет, но чайки летают прямо рядом с автобусом. Все, отправляемся обратно. На фоне заката начинается наш вечер. Мы пришли уже к ресторану, который сегодня вам покажем. Ребята, скажу честно, мы соскучились по европейской кухне, поэтому с помощью TripAdvisor нашли очередное местечко, которое называется Брюссель Рестобар. В меню очень много блюд из морепродуктов, есть многочисленные закуски. Но мы взяли себе филе миньон, взяли равиоли со вкусом 3 сыра, взяли себе крылышки карамелизированные и пару напиточков. Так, друзья, давайте пробовать наши основные блюда. Это у нас говядина. Прожарка Ваудан, насколько я понимаю. Ну, оно очень тоненькое, поэтому тут как бы прожарка просто вкусная, мягкая. Реально тает во рту. Ну, картошечка здесь вас не удивить. Ой, смотрите, какая она запеченная. Выглядит очень вкусно. И вообще у тебя картошка такие хорошая, да, она запахи. солененькая. Также еще салатик. Давайте немножко подаем лайм. Ну, здесь капусточка, томат. А вот это, не могу сказать, что это такое. Похоже на огурец, на самом деле. Наверное, да. Но он странный какой-то, смотрите. Но главное здесь, конечно же, мясо. А мне, ребята, нужно тоже скорее пробовать блюдо, вам рассказывать, потому что у меня равиоли, они остывают очень быстро. Давай попробую я. Давай. Равиоли 3 сыра. Блин, реально надо есть, потому что остывают. Но очень вкусные, они такие нежные. Сладкие со шпинатом, как будто такой творожный вкус, посыпанный сыром, все. Ну, великолепие, великолепие. Ребята, буду пробовать. У нас тут еще
крылышки, но мы их чуть позднее, Да, но наверное. это на самом деле в качестве закуски, но их можно есть в любой момент. У меня в равиоли еще такой чесночный сливочный соус. Я макаю каждую равиолинку хорошо. Я очень люблю кофе, особенно зерновой, но в Паракасе с этим есть небольшие сложности. Наконец-таки мне удалось заказать действительно хороший вкусный кофе, чашечку капучино. И еще на десертик мы взяли, сказали, что это панкейк, но для меня это блинчик, украшенный шоколадом. Здесь еще у нас персики, цветная посыпка. Давайте я сразу его и попробую. Сладкий блин. Отличный вариант для десерта. Ребята, если вам понравился этот ресторанчик так же, как и нам, обязательно сюда приходите. Он есть не только в Паракасе, но и в других городах, таких как Пальпа и, как, кстати, в Ику. Мы завтра поедем и посмотрим этот городочек. Ну а на сегодня у нас все. Был замечательный день, прекрасный ужин. Не забывайте ставить нам лайки, задавать вопросы в комментариях и заходить в наши социальные сети. До новых встреч! Пока-пока!